1991 году в небольшом городе Фейрмонт, штат Колорадо, пропали без вести мужчина и его дочь. Спустя 18 лет загадка вновь вышла на поверхность, когда на авторазборе был найден старый, частично раздавленный автомобиль. Эта находка запустила цепочку событий, которые приведут к неожиданным и страшным ответам. Дорогие зрители, напишите, откуда вы сейчас смотрите, и, если вам понравится эта история, не забудьте подписаться. Холодный октябрьский ветер пронесся по улицам Фейрмонта, когда Эвелин Брукс в очередной раз включила местные новости. Ежегодно, в день исчезновения ее мужа Грэма и 8-летней дочери Эммы, телеканал транслировал короткий сюжет с призывом о помощи. Эвелин, как всегда, смотрела его, надеясь на чудо. На экране мелькнула фотография. Улыбающийся мужчина и ребенок с веселым лицом. Под ними снимок их автомобиля, на котором они уехали. Ведущий сообщил, что в последний раз Грэма и Эмму видели, когда они уезжали из города на выходные в горы. После этого ни следа. Телефонный звонок прервал воспоминания. Это был офицер Стивенс из полиции. Он сообщил, что на свалке неподалеку от города найден автомобиль, возможно, связанный с их делом. Эвелин вместе со своей пожилой матерью Маргарет немедленно отправились туда в сопровождении полиции. Среди груды ржавого металла и искореженных каркасов машин выделялась одна, изогнутая, словно сломанная игрушка. У Эвелин перехватило дыхание. Она медленно подошла ближе, и каждая ее клеточка узнала знакомые очертания. Вмятина на переднем бампере, оставшаяся после столкновения с гаражной дверью за год до исчезновения, все еще была на месте. Царапина у левого зеркала, которую они собирались отполировать, так и осталась нетронутой. Это был тот самый автомобиль, на котором Грэм с Эммой уехали в тот злополучный день. Эвелин провела рукой по капоту, покрытому слоем пыли и ржавчины. Ее пальцы дрожали. Машина словно сохранила в себе эхо прошлого, застывшего в металле. На мгновение ей показалось, что она услышала голос дочери, смеющейся на заднем сиденье. Это был не просто автомобиль, это было их последнее связующее звено. Владелец свалки, нервный мужчина по имени Гарри, рассказал, что машина появилась без документов, и он не знает, кто ее привез. Его коллега, механик по имени Том, добавил, что видел, как ее оставил мужчина средних лет, заплатив наличными и не представившись. По описанию он напоминал Грэма. Полиция начала расследование, а Эвелин все больше тревожилась. На следующий день они с Маргарет решили вернуться на свалку. Том показал им офис, где, по его словам, могли остаться забытые вещи. Внутри Эвелин заметила на верхней полке знакомую детскую сумку. Точно такую она подарила Эмме перед исчезновением. Том заявил, что это принадлежит его дочери, которая живет с матерью в другом городе. Однако внутри сумки Эвелин нашла кусок наклейки с выцветшим именем Эмма. Эвелин настояла на осмотре с экспертом, который подтвердил, сумка была выпущена в 1991 году ограниченным тиражом. Офицеры, получив ордер, обыскали офис Тома и неожиданно наткнулись на скрытую дверь, замаскированную под старый книжный шкаф. За ней находилась узкая комната без окон с бетонными стенами и тусклой лампой под потолком. Внутри висели старые фотографии детей, аккуратно развешанные на доске. В углу стоял изношенный детский матрас, рядом стопка поношенной одежды и несколько сломанных игрушек. На полу обнаружили дневник с детским почерком, в котором описывалась жизнь в заточении. Все указывало на то, что в этой комнате годами держали ребенка изолированным от внешнего мира. Позже, в разгар расследования, Эвелин и Маргарет стали жертвами дерзкого похищения. Том, действуя вместе с неизвестным сообщником, напал на них ночью в их собственном доме.
Связав женщин и увезя в старом фургоне, они скрылись за пределами города, направившись к заброшенной ферме в глухом районе, окруженном лесом. Пленницы были помещены в подвал под одним из амбаров, где пахло плесенью, соломой и машинным маслом. Эвелин не теряла самообладание. Она знала, что кто-то будет их искать. Именно тогда Маргарет, притворившись без сознания, смогла вытащить из рукава маленький трекер-брелок и незаметно активировать его, послав сигнал в полицию. Через несколько часов на ферму прибыли офицеры полиции и спецназ. Завязалась напряженная перестрелка. Один из полицейских был ранен, но силы правопорядка получили неожиданную помощь от пожилого сторожа фермы, Джона. Он знал, что происходит неладное, и в решающий момент вышел из тени с охотничьим ружьем. Благодаря его вмешательству Тома и сообщника удалось задержать, а Эвелин и Маргарет освободить. На ферме они нашли молодую женщину лет 26 с пустым взглядом и следами многих лет страданий на лице. Она сидела на старом деревянном стуле в углу комнаты, ее руки были сложены на коленях, а глаза уставились в одну точку. Поначалу она не реагировала ни на слова, ни на прикосновения. Но когда Эвелин приблизилась, встала на колени перед ней и прошептала: «Эмма, это я, мама». У девушки задрожала нижняя губа. Маргарет осторожно подошла сзади, положив дрожащую руку на плечо дочери, словно боялась разрушить тонкую связь момента. Ее прикосновение было едва ощутимым, но в нем читалась вся боль и нежность прошедших лет. Они втроем остались в этой густой тишине, пронзенной лишь слабым скрипом половиц и дыхания Эммы, становящегося все более прерывистым. Эвелин не сводила с нее глаз, стараясь не моргать, боясь упустить хотя бы мгновение. Медленно Эмма подняла голову и с долгими паузами, словно восстанавливая образ, посмотрела на лицо Эвелин. Ее взгляд был сначала пустым, затем настороженным, и только потом, будто солнце пробилось сквозь облака, в глазах вспыхнуло первое узнавание. Брови чуть дрогнули, уголки рта едва заметно приподнялись, и слеза скатилась по щеке. В ее глазах промелькнуло нечто, слабый проблеск узнавания. И тогда, будто вырываясь из глубин собственной тьмы, она впервые за много лет прошептала: «Мама?» Так, спустя 18 лет кошмара мать и дочь были воссоединены. Эвелин знала, что впереди долгая дорога к исцелению, но они пройдут ее вместе. И все началось с одной старой машины на забытом участке металлолома. Дорогие зрители, хотите ли вы узнать подробности этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.